Он не лежал. Он будто провалился в землю. Тело огромное, тяжелое, как рухнувшее дерево. И только глаза. Открытые, живые, смотрят не на врага, а как на последнюю возможность. Калеб услышал его еще до того, как увидел. Звук был неправильный, ни рык, ни зов, ни вой. А будто у зверя осталась одна мышца внутри, та, которая дышит, когда все остальное уже сдалось. Он остановился, природа вокруг замерла. Ни ветра, ни птиц, даже трава не шелестела. Была только эта тишина и то, что за ней. Он шагнул в сторону и вышел на поляну. Лев. Взрослый. Грива спутана, шкура в грязи. Одна лапа в капкане. Кровь почернела от солнца. Металл врезался глубоко, как будто хотел не удержать, а отнять. Лев не дергался, не рычал. Он просто смотрел прямо в Калеба. Не молил, не угрожал, просто смотрел, как будто все уже произошло и осталось только дожить. Калеб застыл. Он видел разное. Видел, как гибнут антилопы, как удав душит шакала, как слон теряет детеныша. Но сейчас все было по-другому. Это не просто зверь, это тишина, та, которую не перепутаешь. Он медленно снял рюкзак, разложил аптечку, достал болторез. Каждое движение будто в воде. Подошел ближе. На шаг, потом еще. Лев не двигался. Только дыхание, глухое, рваное. И глаза, такие, что не забываются. Он сел рядом. Не для работы, а просто рядом. Спокойно, тихо. «Я рядом, не бойся». Лев не шевельнулся. И это было страшнее, чем если бы он зарычал. Калеб достал шприц. Проверил дозу. Рука дрожала, но ровно. Не от страха, от понимания. Если сейчас сделать неверно, он умрет. Если ничего не сделать, тоже. Он вколол седатив, лев вздрогнул один раз, но остался лежать. Он просто дышал. Слабо, но дышал. И тут случилось странное. Калеб, не поднимаясь, посмотрел в сторону леса и вдруг понял. Он не один. Он думал, что они одни, но трава позади уже дышала по-другому. Он не повернулся сразу. Сначала замер лев, будто уловил запах, знакомый только им. Потом все стихло окончательно. Из густой травы вышла первая. Львица. Тихо. Слишком тихо. Будто не шла, а возникла. Глаза прямые. Ни угрозы, ни страха. Только внимание. За ней Вторая, потом третья, 5. Ни стая, ни толпа. Каждая как тень, у которой есть своя задача. Они не сомкнули кольцо, не рычали, не шли вперед. Они были. И этого было достаточно. Калеб стоял на коленях у льва. Рядом открытая аптечка. Капкан все еще на лапе. Его руки пустые. Его дыхание выровненное, но тяжелое. Львицы не шевелились. Одна села, не отводя взгляда. Другая шагнула чуть ближе. Потом остановилась. Третья прошла сбоку, почти не глядя. Он не знал, как себя вести. Знал только одно. Сейчас не он решает. 5 пар глаз, не мигая, смотрели на него. И в какой-то момент он понял. Теперь он тоже в их круге. Калеб знал. Долго седатив не продержит. А капкан все еще держал. Намертво. Он протер ладони о штанины, проверил угол болтореза и подался ближе. Лев дышал тяжело, веки опущены. Пульс едва угадывается под ребрами, но он был жив. Калеб встал на колено, подвел лезвие под сжатую дугу металла и замер. Где-то за спиной шаг. Один — медленный, но слышимый. Не угроза, напоминание.
Одна из львиц приблизилась, остановилась чуть сбоку, будто смотрела в него через воздух. Он не обернулся. Если сейчас отвлечется, может порвать ему сухожилие, а если порвет, он уйдет. А за ним уйдет все. Калеб вдавил рукоятки. Металл скрипнул, не поддался. Он нажал сильнее. Щелк. Резкий сухой звук. Капкан распахнулся, словно сам устал. Лапа соскользнула в пыль. Резко дернулась и застыла. Никакого рыка. Только судорожный вздох, как у тела, которому, наконец, сняли жгут. Калеб не двинулся. Смотрел, как кровь начинает проступать снова. Медленно, но уже не сжимаясь. Руки были мокрые. Он и не знал, то ли от крови, то ли от пота. Он хотел перевести дух, но увидел движение. Одна львица обошла его слева, другая встала напротив. Третья осталась на месте, но уши ее уловили что-то вдали. Они не рычали, не сближались, просто встали, как будто кто-то приближался к их границе. Только ветер двинулся следом, как будто знал, ждать осталось недолго. Он сначала подумал, что ветер усилился, легкий, но с направлением, как если бы лес сам повернул голову в сторону тропы. Львицы почувствовали раньше него. Они поднялись почти одновременно, не рывком, без паники, просто встали. Одна к траве, другая к деревьям. Третья осталась сзади, будто прикрывала. Калеб не сразу понял, что происходит. Потом услышал. Шаги. Человеческие. Ни бег, ни крик. Тяжелый, осторожный шаг. Те, кто идут не спасать, а проверить, сработало ли. Двое. Без формы. С ружьями. Браконьеры. Калеб пригнулся, но на автомате. Тело в траву. Взгляд. В просвет между деревьями. Он увидел их силуэты. Сумки. Камуфляж. Они шли медленно, как те, кто боится, но все равно идет. А потом, лежа почти не дыша, он увидел, как одна из львиц сделала шаг навстречу. Не броском, не с угрозой. Шаг медленный, сильный, вышла из травы, как будто знала маршрут, и встала. За ней еще две. С флангов. Плотно. Без звука. Это не было нападение. Это было выдвижение. Калеб не знал, дышит ли. Он видел, как один из браконьеров замер. Другой поднял ружье, но не целился. Руки дрожали. Львицы не сдвинулись. Ни звука, ни поворота головы. Только взгляд. Как будто они спрашивали. «Ты правда пришел сюда сейчас?» Одна зарычала. Негромко, как если бы под землей проснулся кто-то древний. Они не кидались, не пугали. Они ставили точку, один выстрел, в воздух. Плохая идея. Ружье выбили лапой, коротким резким ударом. Мужчина вскрикнул и рухнул. На предплечье 3 глубокие полосы. Кровь сразу плеснула в пыль. Он закричал уже не от страха, от боли. Вскочил, оставив сумку, и побежал, зажав рану рукой. Второй не выстрелил. Смотрел пару секунд, колебаясь, и пошел назад. Не разворачиваясь и не опуская ружье. Львицы не преследовали, просто стояли молча, пока зло, что пришло с огнем и капканом, не исчезло, в страхе и безвластии. Калеб остался на корточках, пальцы в земле, спина напряжена, он не чувствовал ног, он видел, как звери защищают своих, но никогда не видел, чтобы дикие защищали его. Когда все затихло, львицы не ушли сразу. Они не растворились в кустах, не бросились к льву, просто стояли. Ни шагов, ни рыка, только внимание, направленное не внутрь, а куда-то дальше. Калеб поднялся медленно. Колени болели, руки дрожали. Он вытер ладони о брюки, оглянулся и встретился взглядом с одной из львиц. Та самая, что встала первой. Посмотрела долго. Потом повернулась и пошла. Не в спешке, не прочь, а так, будто знала, что он пойдет следом. За ней еще 2, третья осталась, села рядом с львом. Ни прикосновения, ни звука,
Просто осталось не сторожить, быть рядом. Калеб стоял несколько секунд, потом сделал шаг и еще. Он не чувствовал, что это решение скорее просто ответ, он понял. Они не исчезают, они зовут. Он пошел за ними, не вплотную, на полшага сзади, как гость, которому разрешили идти рядом, но не сказали, куда. Они двигались цепочкой, почти по прямой, без суеты, как те, кто давно уже знает, где что лежит. Он не спрашивал, не пытался понять, просто шел. Метров через 100 они остановились. На первый взгляд просто куст, трава, пыль, пусто, но львица, та же первая, остановилась прямо у него и легла. Калеб подошел ближе и увидел капкан. Второй, старый, с наживкой, прикрытый листьями, словно оставленный на того, кто все же вернется. Он присел, потрогал перчатку, снял ловушку, разобрал, выбросил пружину в сторону. Львица не шевелилась, она не смотрела, но все видела. Когда он закончил, она встала и пошла обратно. Той же дорогой, без сигнала, без знака. А он остался, с капканом в руке, с землей на штанах и с ощущением, что теперь он идет не один. Он не знал, сколько сидел. Пыль осела. Львицы ушли, а он остался, с капканом в руке и тишиной внутри, где раньше всегда было дело, карта, маршрут. Он не думал, не вспоминал, просто слушал, как стало тихо, по-другому. Когда вернулся, вечер уже тянулся по земле. Он подошел к тому самому месту. Лев лежал, глаза открыты, дыхание глубокое, спокойное, как у того, кто не ждет удара. Рядом львица сидела чуть в стороне, молча, без взгляда, просто была. Калеб присел недалеко, без слов, без жеста. Некоторые рядом не потому, что надо, а потому, что по-другому нельзя. Что прошел месяц, он шел знакомым маршрутом, без цели, просто нога за ногой. И вдруг не звук, а чувство, будто все вокруг остановилось на секунду. Он поднял глаза. На опушке стоял лев. Тот самый, шаг ровный, лапа живая. След от капкана остался, но не мешал идти. Он не приближался, не смотрел, просто стоял. Рядом львица, чуть сзади, как раньше. Калеб остановился, не сказал ни слова. Не надо было. Лев постоял, повернулся и ушел. Без взгляда.